Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Польша обнаружила крупнейшие запасы нефти и газа в стране. Канадцы обнаружили на шельфе Польши нефтегазовое месторождение, крупнейшее в Польше. Владимир, что тут получается? Польша теперь стронг, она теперь будет вытеснять Арабские Эмираты и обеспечивать всю Европу нефтью и газом? Так получается? Новость больно хорошая. Новость действительно хорошая, но тут вопрос, так сказать, что с чем сравнивать. У аналитиков есть такой термин «эффект низкой базы». А вот у Польши не было нефти и газа, а потом они обнаружили месторождение, и оно, естественно, будет крупнейшим в Польше, потому что, ну, собственно говоря, сравнивать особо не с чем. А если говорить серьезно, то мне это напоминает вот эти вот предвыборные танцы уважаемого президента Турции Эрдогана, который каждый раз перед выборами говорит, что Турция в очередной раз нашло какие-то там нездешние запасы газа на своем шельфе, и вот-вот прям вот еще буквально чуть-чуть подождать, и Турция выйдет на газовое самообеспечение. На самом деле все не так просто в этих геологических пластах, и, соответственно, если мы заявляем о том, что у нас есть какое-то месторождение, это, конечно, звучит здорово, а дальше, если покопаться вглубь, то выясняется много всяких интересных деталей. Вот, в частности, что касается этого польского заявления, ну да, обнаружили. Да, там есть какие-то запасы. А дальше возникает целый ряд вопросов, ну, на которые, кстати, Польша сама уже потихонечку вынуждена отвечать, и результаты этих ответов уже несколько отличаются от бравурных заявлений о том, что было обнаружено крупнейшее, и вот сейчас мы сами себя обеспечим и так далее. Значит, выясняется, что те запасы, которые озвучены, 22 миллиона тонн по нефти, 5 миллиардов по газу, это пока вот как бы то, от чего можно более-менее хоть с какой-то уверенностью отталкиваться. Ну, напомню, что 22 миллиона тонн – это, ну, прямо скажем, достаточно маленькие объемы запасов. Плюс ко всему, достаточно сложно будет вычерпать их все до нуля. То есть, соответственно, вычерпано будет явно не 22, а меньше. 20 миллиардов метров газа, то, соответственно, ну, это, наверное, стране хватит, причем не Польша, а стране поменьше, ну, меньше, чем на полгода. Напомню, что Украина в своем нынешнем не слишком промышленном состоянии с утратой части территорий все равно потребляет порядка 18 миллиардов кубометров. Ну, вот, соответственно, 5 миллиардов кубометров – это немного. И дальше возникает вопрос, будет ли экономически целесообразна разработка этих запасов, потому что, ну, добыча на шельфе – это, в принципе, один из самых затратных видов добычи, потому что это, соответственно, бурение на шельфе, это платформы, это как бы ее строительство, а далеко не все могут построить эти платформы, ее нужно где-то построить, отбуксировать до этого места, поставить, начать добычу, организовать сбор нефти или газа с этой платформы, то есть это строительство какого-то подводного трубопровода, причальной инфраструктуры. В общем, геморроя здесь достаточно много, это ой как недешево. И строить платформу ради разработки месторождения, которое обеспечит Польше, ну, наверное, может быть, пятую или шестую часть от годовой потребности, ну, тут не то, что Европу спасти не удастся, дай бог Польшу бы спасти с такими запасами. Ну и плюс ко всему, это же результаты пока предварительной разведки, и то, что говорят сами геологи, которые работали с этими запасами, добычу какую-то можно будет начать где-то года через 3-4. Ну, и то, наверное, достаточно оптимистическое заявление, потому что, опять же, повторюсь, чем меньше запасы, тем ниже рентабельность их разработки, а в случае с запасами на шельфе, ну, это вообще оказывается под знаком вопроса, потому что затраты на добычу этих 20 миллионов тонн могут оказаться значительно выше, чем эти 20 миллионов тонн стоят на рынке. Ну, тем более при нынешних-то ценах на нефть. Поэтому
Ну, скорее, это, наверное, такое заявление из серии, вот мы тоже сможем что-то такое вот сказать на нефтегазовом рынке, не снимайте нас со счетов, мы вот тоже как бы нефтегазовая держава. Ну, правда, вот с такими запасами можно вот немного этим похвастаться, а вот действительно войти в этот рэнкинг нефтегазовых держав, даже европейских, которые, в общем, ну, наверное, кроме Норвегии, вряд ли могут чем-то очень сильно похвастаться. Думаю, что Польше не сильно удастся. Ну и, кстати, между прочим, уже возникает вопрос, а польские ли это запасы, потому что оказывается, что часть территории месторождения заходит на территорию Германии, и глава земли Мирания уже заявил о том, что вообще-то у нас тут на минуточку курортное место, вот. А ваши эти потенциальные разработки очень сильно могут нам испортить весь наш курортный бизнес и загадить вашей добычей наши благословенные пляжи. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Это во-первых. А во-вторых, ну, как бы здесь еще взыграл германский патриотизм. А почему это, собственно говоря, это ваши запасы, если это частично находится на нашей территории? А может быть, они вообще частично наши? Напомню, что такая ситуация с Германией у Германии уже возникала. Они тогда делили запасы с Голландией. Ну, тогда удалось, в принципе, полюбовно и деликатно эти запасы разделить, а вот в случае пары Германия-Польша, я думаю, здесь деликатные дележки вряд ли получится, потому что уж слишком много у этих двух стран накопилось друг друга взаимных претензий. Я, кстати, напомню, когда Германия национализировала фактически доли Роснефти в своих нефтеперерабатывающих заводах, Польша как раз говорила о том, что вообще-то у Германии нефти нету, а у Польши есть. И зачем Германии эти НПЗ, если у них все равно нефти нету? Так может быть тогда в счет еще вот этих вот репараций времен Второй мировой войны Германия все-таки отдаст Польше НПЗ? Ну, у Польши нефть-то есть. Поэтому тут, наверное, если дойдет речь до дележа запасов, то, в общем, это будет совсем не дипломатично, и представители делящихся государств узнают друг о друге много всего интересного от своих противников. В принципе, в Европе вот периодически блуждающий есть сланцевый газ, периодически что-то там находят, и в Норвегии что-то находят. А почему потенциальная ресурсная база не увеличивается? Почему в Европе нефти и газа остаются, если не столько же, то уменьшается? Дело в том, что, ну, в принципе, чудес-то не бывает, и геология, геологоразведка – это, в общем, ну, высокотехнологичная наука, базирующаяся на каких-то, ну, фундаментальных основах, а не на чуде. Поэтому все, что обычно открывается, это, как правило, результат кропотливой работы до разведки. Вот, в частности, если упомянуть ту же самую Норвегию, логика развития и наращивание нефтегазовых запасов этой страны абсолютно понятно. Там действительно есть огромные формации с залежами нефти и газа. Соответственно, по мере развития технологий удается переводить какие-то запасы, да, открывать новые и переводить их из разряда нерентабельных в разряд рентабельных. Потому что запасы – это не только то, что ты нашел, а это еще то, что ты можешь поднять, имея существующие на настоящий момент технологии, настолько рентабельные, которые позволят тебе это добыть и при этом еще компенсировать свои затраты на эту добычу и разведку и что-то заработать. А в случае с вот этими чудесами, да, возможно, какие-то запасы будут найдены, но возникает вопрос, а можно ли их разработать теми технологиями, которые сейчас существуют, причем сделать это так, чтобы это было выгодно. То есть, условно говоря,
Если у тебя есть нефтяная залежь на твоем дачном участке, ты можешь выкопать там дырку совком и вычерпать это ведром, ну, наверное, это рентабельно. А если эти самые залежи у тебя есть, но для этого нужно забуриться в какие-нибудь ачимовские слои там на 4 километра, набурить там горизонтальных скважин, провести там 10 операций гидроразрыва пласта, то вряд ли это технически и экономически целесообразно. Вот, кстати, я приведу пример к вопросу о тяжелой нефти. Те же самые сланцевики американские. У них есть определенный предел рентабельности. И, соответственно, когда нефть падает по цене там ниже, условно говоря, $50, вот этот сланцевый бум 2000-х годов, многие компании просто позакрывались, потому что нерентабельно было при такой совершать вот это вот многочисленные технологические операции для того, чтобы потом понять, что ты можешь продать эту свою не дешевле, чем ты потратил денег на ее разработку. Поэтому, собственно говоря, в случае с Норвегией все понятно. Там есть большие запасы, есть инфраструктура, есть технологии, и как бы можно развиваться дальше. В случае с Польшей, ну, у меня есть большие сомнения по поводу того, что там открыли действительно что-то уникальное и огромное, и текущая цена на нефть и, собственно, объемы запасов позволят это разработать и добыть с экономической выгодой для той компании, которая эти запасы нашла. Вот в продолжение разговора хотя бы уточнить вот такие вот информационные вторжения о том, что вот нашли крупные запасы, вот все будет хорошо. Это же аналогия хорошо проводится не только с Турцией и ханом Эрдоганом, но и с Украиной, не так ли? Ну, кстати, да, это примерно та же самая модель. Дело в том, что, ну, поскольку Украина с Польшей граничит, то, соответственно, какие-то геологические модели у этих стран, в принципе, где-то как-то похожи. На Украине же тоже есть нефтяные запасы, и там действительно разрабатываются эти самые запасы. Другое дело, что Украина так и не стала каким-то не то что мировым, а европейским нефтяным лидером. И, собственно, по нефти Украина всегда была импортером, потому что то, что добывалось на Украине, это было ничтожно мало, и, в принципе, для самообеспечения страны абсолютно недостаточно. Ну да, на Украине есть несколько НПЗ, которые перерабатывали свою немножко и по большей части импортную нефть и, собственно, выпускали нефтепродукты для внутреннего потребления, но у Польши работает та же самая модель. Они закупают нефть, перерабатывают на своих НПЗ и, собственно говоря, производят нефтепродукты. И компания Орлен, она, да, там тоже что-то бурит, немного добывает, но Польша до этого момента, фактически до сегодняшнего дня, никак не являлась лидером в Европе по нефтедобыче. И данное открытие вряд ли что кардинально поменяет в рейтинге крупных нефтегазовых компаний Европы. Ну вот, ну, не бывает чудес. Чудеса, наверное, случались во времена на заре открытия нефти, там, в конце 19-го, в начале 20 века, когда это все было терра инкогнито, и можно было открыть удивительные вещи, находящиеся под землей. С развитием технологий и, собственно говоря, в связи с тем, что эре нефти уже как бы 2 века, как минимум, ну, совершить какие-то вот такие удивительные открытия, да еще и экономически рентабельные. То есть это, ну, я не знаю, с чем это сравнить. Ну, наверное, с моментом, когда, перебирая зимние вещи летом, ты случайно находишь во внутреннем кармане одной из зимних курток там какую-то крупную сумму. Но таких чудес на нефтегазовом рынке, как правило, уже не происходит. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика, подписывайтесь на телеграм-канал Нефтекапитал. Категорически рекомендуем. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут ссылки на реквизиты для желающих финансово поддержать нашу редакцию, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.